Ну, пока Activision продают одну и ту же игру за 6000 рублей, Ubisoft подсуетились и сделали свой бесплатный аналог. Аналог всеми известной колды в сетевом режиме, PvP, все дела, только под своей оберткой. Под словом обертка я имею в виду тотальную жадность, лень и меркантильность компании Ubisoft. Та игра, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, изначально не вызвала у меня каких-то положительных эмоций. Это же просто вот типа вырезали из Call of Duty Ghosts. Вот это? Блять! Пожалуй, стоит объяснить свою позицию. Я очень недоволен нынешним положением дел в компании Ubisoft. Я очень недоволен последними ее проектами, и эта игра в том числе. И я понимаю, что эта игра изначально позиционировалась как бесплатный аналог Call of Duty. Но даже в задаче создать настолько низкосортный продукт, где вы буквально пиздите персонажей из своих же вселенных. Либертат, блять! Эшелон, дядь Се! Фантом. Чистейший фантом, блядь. Адаптируйте геймплей колды, просто вставляя туда персонажей из вселенной Ubisoft. Да даже большинство фишек из обычного примитивного дезматча вы берете прямиком у компании Activision. Даже здесь разработчики обосрались. Потому что единственное, что в этой игре смогли хорошо адаптировать, это Pay to Win. Типа игра бесплатная, но за пару костюмчиков, геймпасс и игровую валюту вы отвалите 70 евро. Оно и логично, что в игре, поскольку это бесплатный многопользовательский шутер, есть много доната. Но даже переводя на евро рынок, 70 долларов за геймпасс это уже слишком. Теперь давайте поговорим про реализацию игры. Комфортно ли играть в X-Defiant? Если вы играли в старые Call of Duty эры еще Black Ops 2, Ghost, то посадив вас за эту игру, по ощущениям от стрельбы, по поведению персонажей и стилистики, вы абсолютно не почувствуете между ними разницы. Я абсолютно не приверженец такого мнения, что Call of Duty должна быть единственной в этом жанре. Но я топлю за индивидуальность, а уж тем более индивидуальность такой большой компании, как Ubisoft. И, к сожалению, эта игра может считаться индивидуальной только из-за того, что в ней присутствуют персонажи вселенной Ubisoft и карты, взятые из других, мать его, игр Ubisoft. В остальном плане это чистой воды колда, просто с большим количеством проблем. Если абстрагироваться от всей этой кучи информации, то стрельба в игре ощущается очень аркадно, чисто вечерочком погамать. Контролировать отдачу, ну, практически не нужно. А еще я заметил прикол. В прицеле у вас практически нет отдачи даже в прыжке. Чисто вечерком под пивасик вот прям зайдет. Движения персонажа примерно такие же, как и в Call of Duty. Немножечко топорные, заторможенные, но при этом вы можете очень быстро перемещаться с помощью подкатов. Наверное, у вас сложилось впечатление, что я очень сильно недолюбливаю эту игру за счет того, что она взяла практически все у Call of Duty. Но это вообще не так. Просто я абсолютно не вижу никакой индивидуальности в этой игре, и смысла ее выпускать вообще изначально не было. Грустно, что на данный момент компания специализируется на том, чтобы выкачивать деньги у нас, обычных геймеров и блогеров. Благо, хоть оптимизация в X-Defiant, как и во всех в целом проектах Ubisoft, очень неплохая. Посмотрите на другие игры жанра, на тот же самый Battlefield. Да, Battlefield 2042 вышел действительно говяной игрой, но он был действительно индивидуален и не похож на своих коллег по цеху. А здесь компания Ubisoft бесплатно предлагает нам поиграть в низкосортную колду, и в целом я вижу в этом какой-то смысл. Как бы плохо это все не выглядело, но как многопользовательский шутер под пивко вечером вполне вот сойдет. Но я как человек, который оцениваю игры с точки зрения искусства, индивидуальности и получения от них реального удовольствия, а не просто посидеть под пивко поиграть, могу сказать, что эта игра, ну, полная хуйня.